Всем привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. По вашим просьбам делюсь вариантом имитации серебра на полимерной глине в технике филигрань. Для работы нам может подойти любая глина серого оттенка. Можно использовать уже готовый металлик серебро. Также может подойти оттенок французский серый или цвет лунная дымка. Как делать основу для бусин, вы видели уже наверняка в моих предыдущих мастер-классах. Если нет, я оставлю ссылочку под этим видео. Пожалуйста, переходите и смотрите. А перед работой нам нужно подготовить пластику. И для этого мы ее хорошенечко разминаем в руках, делая ее мягкой. Далее я раскатываю глину в шарик и вытягиваю ее в полосу. Эту полосу прокатываем скалочкой или на пастомашине. Оборачиваем полоской глины подготовленную основу. Лишнюю пластику срезаем по краям. Обратной стороной кисточки или любого подходящего предмета сглаживаем края, делая их ровными. Приступаем к декору нашей бусины. Так как мы будем выкладывать тонкий филигранный рисунок, для этого раскатываем пластику в тонкую ниточку. Нарезаю глину на небольшие срезы и вытягиваю их, делая еще тоньше. Также в качестве декора буду использовать небольшие лепестки. Для этого глину нарезаю на маленькие срезы и формирую из них вот такие лепесточки. Добавим мелких шариков. Приступаем к декору. Для начала я выкладываю рисунок в виде завитков по всей основе бусины. По краям в свободном пространстве добавляю лепестки. Приклеиваю их рядом с друг другом немного под наклоном. Таким образом украшаю каждую из сторон лепестками. В оставшиеся пустоты на бусине добавляю шарики. Так бусинка выглядит многогранной, она заполняется и рисунок получается более сложным. Подходящим инструментом можно использовать зубочистку или иглу. Наносим рисунок на детали бусины. После этого отправляем нашу заготовку на стандартный обжиг при температуре, указанной на упаковке глины. И после того, как бусинка обожглась и остыла, приступаем к дальнейшей тонировке. Для начала я покрываю бусину черной акриловой краской, заполняя все прожилки и искусственно созданные трещинки на рисунке. Дожидаемся полного высыхания красочки и снимаем ее верхний слой влажной салфеткой. Если сделать это проблематично, можно использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Далее покрываем бусину серебряной акриловой краской. Делаю это пальцем для того, чтобы выделить только выступающие части рисунка. Если мы будем покрывать кисточкой, мы просто заполним серебряной краской полностью весь выбитый рисунок, и у нас тогда не получится эффекта состаренного серебра. После того, как краска высохла, нам ее нужно зафиксировать на месте. Для этого используем лак. У меня он также от компании Артефакт. Аккуратненько покрываем все детали лаком. И вот такое украшение с имитацией серебра у нас с вами получилось. Надеюсь, что это видео было для вас полезным. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале.